Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний, а значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Сегодня мы поговорим об интересных и зачастую малоизвестных приспособлениях к пистолетам-пулеметам МП-38 и МП-40, которые применялись немецкими солдатами во время Второй мировой войны. МП-40 предназначался в первую очередь для танкистов, мотопехоты, десантников и командиров пехотных отделений. Этого требовала новая война, ставшая мобильной и быстрой. Позднее, ближе к концу войны, он стал применяться немецкой пехотой достаточно массово, хотя при этом и не имел такого распространения, как это принято показывать в наших фильмах. МП-40 является модификацией своего предшественника, пистолета-пулемета МП-38. Емкость магазина составляла 32 патрона, а прицельная дальность стрельбы до 200 метров. Но что же помогало сделать МП-40 еще более эффективным на поле боя? Начнем обзор с назначения крюка прямо под стволом автомата. Оно четко описано в наставлении по технической эксплуатации МП-40. Крюк исключает отбрасывание пистолета-пулемета назад при стрельбе из бронемашин. С его помощью можно было зацепиться за борт той или иной техники и более точно вести огонь. Эта хитрая деталь делала стрельбу более эффективной. Но крюк далеко не единственное приспособление, которое упрощало использование МП-40. Вот эта маленькая железная коробочка, которая довольно редко встречалась на фронте, накладывалась с двух сторон на спусковой крючок и закрывала его. Как думаете, для чего это нужно? Немецкие инженеры разработали специальный зимний спусковой крючок, насадку, которая надевалась поверх обычного спускового механизма. Механизм представлял собой овальную коробочку, одна из стенок которой была съемной. При помощи рычага он позволял солдату в теплых варежках легко нажимать на спрятанный внутри обычный спусковой крючок. Это было крайне важно в суровых условиях Восточного фронта, когда любая мелочь могла решить исход боя. И немцы упростили задачу солдатам. В 1942 году они разработали этот аксессуар для карабина. Такой спуск также входил в набор снаряжения немецкого снайпера. После появления варианта для карабина была разработана версия и для пистолета-пулемета. Несмотря на внешнее сходство, они не были взаимозаменяемы. Более того, для того, чтобы поставить зимний спуск на МП-38, требовалась дополнительная доработка. Еще один интересный аксессуар – специальное устройство для быстрого заряжания магазина. Правая рука солдата помещала патроны в магазин, а большой палец левой нажимал на пластину наполнителя и фиксировал их в магазине. Хотя практика показала, что пользоваться и носить с собой дополнительные прибамбасы не очень и удобно, поэтому часто приспособлением просто не пользовались. Еще одним интересным, но бесполезным приспособлением была предохранительная насадка на ствол. На МП-38 был специальный разъем, к которому и крепился данный колпачок. Его можно было держать как в открытом, так и в закрытом состояниях. Подобные разъемы существовали и на ранних МП-40, но впоследствии от них, равно как и от колпачка, отказались. Этот хитроумный девайс, предназначенный для предотвращения попадания грязи и влаги, порой намертво примерзал к металлу в суровых зимних условиях. Он был сложен в изготовлении и удорожал стоимость оружия. Многие солдаты просто забывали его открывать во время стрельбы, и последствия были печальными. Пришлось разработать более простое и надежное резиновое решение. Оно и попроще, и в случае чего можно было стрелять прямо через него. А вот разработка разных моделей глушителей для МП-38 и МП-40 так и не дала ожидаемого результата. Для стрельбы с глушителем предполагалось использование специальных патронов с уменьшенным количеством пороха и более тяжелой пулей. Несмотря на определенное приглушение звука выстрела, оружие так и не стало полностью бесшумным. Немецким инженерам так и не удалось качественно решить эту задачу. 1000 глушителей поступили на испытания, но результаты не впечатлили военных, как и необходимость делать еще один вариант патронов.
Полный комплект МП-38-40 состоял из пистолета-пулемета, 6 магазинов, которые рассчитывались на 48 часов боя, приспособление для заряжания магазина, ёршик для чистки магазина, кожаный ремень, зип и вышеописанное серийное приспособление. Инженерная мысль того времени поражает своей изобретательностью и практичностью. Казалось бы, небольшие детали, но они играли важную роль в повышении боевых качеств этого оружия и помогали немцам более эффективно использовать МП-38 и МП-40. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Будьте здоровы!